Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о картинах и фотографиях. И поговорим, какие картины и фотографии нельзя вешать дома, чтобы они не забирали энергетику изобилия, богатства и благополучия из вашего дома. Обязательно досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому эта информация действительно будет полезна и важна. Интерьер нашего дома сложно сегодня представить без каких-либо декоративных элементов. И самыми популярными, конечно же, являются картины и фотографии. Однако не все изображения гармонично вписываются в ваше жилое пространство, потому что есть картины, фотографии, которые высасывают положительную энергию. И часто мы с вами выбираем картины и фотографии в качестве украшений. При этом мы не думаем ни о смысловой нагрузке, ни об энергетике такого изображения. Между тем, сюжеты несут свой энергетический заряд, способный помочь нам или навредить обитателям дома. Какие именно изображения будут уместны в квартире или в доме? Это мы в этом видео поговорим. Поэтому будьте внимательны при выборе, чтобы потом не пришлось совершать энергетическую чистку пространства вашего биополя. Итак, какие картины и фотографии приносят в дом негативную энергетику? Во-первых, фотографии умерших людей. И знаете, что такие фотографии неуместны в жилом доме, потому что именно такая мертвая энергетика, загробная энергетика мешает жильцам чувствовать себя хорошо. Происходит ухудшение состояния здоровья, могут происходить перемены, при этом не в лучшую сторону, как правило, а в худшую сторону. Также возможно подселение в доме духов почивших родственников. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваш дом был комфортным и откажитесь от размещения таких снимков. Для них лучше всего завести отдельный альбом, который вы будете открывать раз в какой-то период и смотреть и вспоминать какие-то хорошие, добрые моменты из своей жизни. И энергетика, также, которая чужда вам, может исходить от картин, на которых изображены именно ваши кумиры. Потому что именно певцы, актеры, артисты обладают мощным энергетическим полем, которое способно навредить вам и сделать энергетику дома отрицательной. Особенно это касается тех знаменитых личностей, чья жизнь, например, оборвалась из-за самоубийства. Картины и портреты в залоченной раме не сослужат также вам хорошей службы. Почему? Потому что их энергетика заблокирует поступление позитивной энергетики, а также закроет доступ к финансовой удаче. И Вселенная может посчитать, что вы достаточно богаты и направит энергию процветания другим людям. Также на картинах не должно быть изображены какие-либо природные катаклизмы, боевые искусства или сцены охоты и насилия над животными. Все это несет негативную энергетику в ваш дом и вашу жизнь. Охотникам и любителям экстрима и боевых видов спорта следует об этом помнить. Если вы не хотите засорять пространство негативом, откажитесь от таких картин и фотографий. Их можно, например, разместить в отдельном помещении, например, в охотничьем домике или, как вариант, в гараже. Помните о том, что фото и картина с разрушенными строениями также не привнесут в ваш дом положительных импульсов и эмоций, даже если это картины или фотографии, на которых изображены, например, памятники искусства. Помните, любая разруха может оказаться вполне реальной для вашей жизни и для вашего дома.
Поэтому не портите отношения со Вселенной и не привлекайте беду в свою жизнь. Сохранить красоту и молодость вам поможет отсутствие картин или фотографий с престарелыми людьми. Откажитесь от таких портретов, чтобы не ухудшать свою энергетику и не ускорять процессы старения. А вот картины, подаренные людьми, с которыми у вас частые конфликты, также не принесут в дом позитива. Изображение может быть самым нейтральным, однако подарок будет угнетать вас одним воспоминанием о дарителе. То же самое касается изображений, которые вам попросту не приглянулись. Даже если вы получили в дар картину с самыми добрыми пожеланиями, но само изображение вам по каким-то причинам не понравилось, не торопитесь украшать ею дом, потому что ваше спокойствие и ваша внутренняя гармония гораздо дороже. Неосмотрительно будет вешать сразу несколько картин и в одной комнате, потому что их энергетика может вступить в конфликт и негативно отразиться на вашем эмоциональном и физическом состоянии. А вот картины с яркими осенними красками или белоснежной зимой могут быть очень красивыми. Однако эти предметы искусства говорят нам об увядании и завершении очередного природного цикла. Поэтому, если вы не хотите, чтобы депрессивные мысли стали частыми гостями, уберите такие изображения из своего дома. Также картины, которые отображают смерть, болезни, какие-то неблагоприятные периоды прошлых лет, они также несут разруху в вашу жизнь. Даже, например, красиво написанная луна, в свете которой виднеется мрачный средневековый замок, способна высветить ваши проблемы и усилить их, особенно в периоды полнолуний. Особую осторожность проявите к всевозможным надписям и фразам, сделанным на неизвестных или, например, мертвых языках. Символы и знаки, которые вы не можете расшифровать или вы не понимаете, что там написано, нарисовано, могут доставить вам множество проблем. Выбор картины и фотографий для своего дома начинается с эмоций. Предметы искусства должны вам всегда нравиться, а не пугать одним своим присутствием. Поэтому обязательно выбирайте правильные изображения, на которых запечатлены изобилие и радость. Это могут быть яркие летние пейзажи, это могут быть радужные цветы, это могут быть портреты энергичных и улыбающихся людей. Также, если вы достаточно красиво рисуете, вы можете украшать интерьер дома своими рисунками, сделанные в самом благодушном настроении. А частица позитива, заключенная в таких картинах, станет гарантом процветания и удачи.